Здоров, здоров, ребят. Ну чё, всех приветствую, кто подключился. Продолжаем мы, значит, проходить Dark Souls. Добежал я до этого босса еще раз. Было не очень-то просто. Ну, короче говоря, босс Гвиндолин у нас. Поехали к нему. Специально разделся, чтобы быть пошустрее. Фишка этого босса, главное к нему быстро подбежать. И надавать ему по щам. Поехали. Заходим. Еретик. Сначала надругательство над богиней матерью, теперь кощунство в склепе великого повелителя. Я Гвиндолин, темное солнце. Да постигнет тебя кара за твои прегрешения. Окей, не вопрос. Сразу же исчез. Ну, нормально. Не успел я добежать до него. Ай, это было больно. Ох, чуть не отъехал. Падла, отъехал. Значит, за колоннами надо прятаться, получается так. И меня портуют, короче, обратно вот сюда. Давай тогда, наверное, если получится, применим кость. Тогда меня возвращают там, где я последний раз типа отдыхал. Должно сработать, я не знаю. Бля, ладно, не сработало. Придется все заново бежать к этому Гвиндолину. Далековато. Значит, надо понять, короче, как его просто валить. Точнее, как просто добежать до него. Треснуть не проблема. Буквально надо ему, наверное, ударов 5 от силы. 5-7, может быть, где-то так. Этого ему хватит, чтобы он отлетел. Но вот только вопрос, как добраться до него-то нормально. По идее, ныкаясь за колоннами от каких-то ударов. От каких-то надо будет уклоняться. Ладно, как говорится, что, учим паттерны. Бежать, правда, до него далековато. Вот через эти вот всякие вот эти вот штучки. Не очень-то весело. Давай, вот этого сначала агрим. Оп. Ждем. Пусть добежит сначала. А ты подойти ко мне не хочешь, чувак? Вот. Значит, они хотя бы не в тупую просто так кидают. Оп. Готов.
Аккуратно. Не очень уютно себя чувствую на этих жердочках. Их упасть вообще проще простого. Особенно, когда под ногами кто-нибудь мешается. Спидранеры просто вон прыгают прямо отсюда, игнорируя вообще всех. Но до спидрана мне далеко, так что будем действовать медленно. Угу. Крутим сначала вот эту штуку. Мне получается вот туда надо примерно. Угу. А доезжает и надо сюда. Я могу еще раз рычаг потянуть? Нет. А, надо подождать, короче. Я в прошлый раз стегал прямо на пролом. Так не делается, короче. Я понял. Так, опускаемся. По-моему, вот так нужно повернуться. Да, а босс будет, получается, внизу. Странно, почему меня вот от того костра портуют постоянно на другой. На самый первый костер. Почему так, я не знаю. Кости типа не помогает. Так, я, получается, нет. Мне не сюда. Да, не сюда. Надо... Просто не подается. Значит, надо, получается, бежать наверх. Еще раз крутить, получается, эту. Хрень наверху. Может, запутался. Только что же добегал и уже все забыл. Так, да. Вот сейчас мы, получается, но идем не вниз. Вот так. Тоже небольшой своего рода лабиринт. Странный. А, вот, наконец-то я добежал обратно к нему. Посмотрим, не знаю, если не получится таким макаром его проходить, тогда что, давай все-таки присядем. Хотя разницы в этом никакой. Придется тогда одеваться. Именно в каких-то шмотках к нему бежать. Я не знаю, посмотрим. Давай продолжим, попробуем еще раз. Скипываем это дело. Угу. Он улетел, но обещал вернуться. Интересно, этот босс вообще когда-нибудь типа останавливается? Ну, в смысле, он так и будет до конца меня терроризировать. Вот в этом вот проеме. Так, ну вроде успел. Падла. Ай-яй-яй-яй. Короче, на этот луч вообще нельзя напарываться.
О-о-о. Блин, стрелы мелкие, их не замечаешь. Блять. Он очень часто атакует вообще. Задача просто подойти к нему и треснуть. Но, блядь, к нему не подойдешь просто так. В этом и забава. По идее, если я, в принципе, оденусь даже в шмотки Хавала, то не факт, что я просто его догоню. Но можно попробовать теперь. Так, а крутилка уже у нас внизу. А все заново. Давай. Оп. Оп. Да, вот если на костер на другой не откидывали бы, можно было бы гораздо проще тупо возле костра респавниться и пытаться его проходить. Но вот эта вот беготня по этим жердочкам занимает очень дохрена времени. Крутить всякую дичь. Просто до него добраться. Хотя там костер зажженный, а меня портуют к незажженному костру. Как это работает, я так и не понял. Давай, ждем этого урода. Давай уже, беги сюда. Неужели сообразил? Чуть-чуть не скинул меня. Ждем. Сейчас он настреляется. Прибежит. Ты сам чуть не треснулся. Окей, окей. Вроде. Так, я, получается, крутил ее один раз, да? Два раза, получается, и вниз, по-моему. Или один раз. Короче, она должна ниже опуститься, чтобы я возле этого рычага дома увидел. Вроде так. Так, это первый раз. А второй раз... А, вот теперь мы опускаемся вниз. И отсюда мы тоже вниз бежим. Будет сразу костер. Ну давай попробуем, короче, броню Хавала одеть.
Хотя бы я уже точно отъезжать не буду. Но единственное, что ее придется быстренько снять, наверное. Чтобы просто он меня не замочил. Ну, точнее, чтобы до него добежать вовремя. Попробуем таким макаром подойти. Что, первое будет? Угу. Ну, сразу же 2 луча бахает подряд. Падла. Луч? Нет, не луч. И он исчезает, да? Падла. Вот, слушай, я успеваю, слушай. Я успеваю только на его исчезновение, короче, треснуть ему разок. До свидания. Тоже. 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 Ну, успел чуть-чуть рубануть, короче, просто я понял. Я понял, как надо действовать с этим уродом. Мы даже немного поднимем себе душу. Чему пробил? А, понятно. У меня там просто не оставалось стамины. А, и вот я сейчас не успел. Херня. Переживем. Ну, чуть-чуть. Достал, падла. Надо дышаться. Наконец. О, поглощенная мраком душа еретика. Да падет на тебя вечное проклятие. Душа Гвиндолина, хорошо. По идее, насколько я помню, то есть ты его замочил, на тебя наложили проклятие. Соответственно, чтобы от него избавиться, возможно, можно откупиться от этого греха, так сказать. Можно откупиться в башне, где горгульи у нас тусовались. Сейчас мы это дело проверим. А выход отсюда будет какой-нибудь? Ага, сундук есть. И что там? Чудо, клинок света. Понятно. Какую-то магию дали. Это невыносимо. Там пусто. Наебка лучший друг чекиста.
Вроде как денег вот именно 44 тысячи мне должно хватить, чтобы откупиться. А посмотрим. Ну, тут не мимик точно. Латунный шлем, доспех, наручи, ботинки. Что за латунные доспехи? Так, 36 у меня. Латунный. Морский. Вот, латунный, 22. Ну, такое себе. Он, конечно, легкий, но... Да, собственно, и все, короче, да? Больше-то делать нечего. Вот, а здесь у нас Джабахат-то валялся. Не знаю. Ну ладно. Сейчас, по идее, мы должны выбраться из костру и сразу же с помощью его переместиться. Можно даже раздеться, чтобы быстрее бегать. Короче, что, двигаем, получается, туда, где горгульи у нас тусовались. У Ваннерлонда у нас, по идее, все. Попробуем от этих у горгулей откупиться. Совершенных грехов. Уезд нежити. Примерно вот сюда. Да? Или храм огня? Нет, не храм огня точно. Нам потом, по идее, в катакомбы. Ну, вроде сюда. Сейчас посмотрим. Да, все верно. Только нам наверх. Сейчас как раз я, по идее, пока до этого мужика с горгульями добегу, соберется, вроде как должна собраться нужная сумма, чтобы откупиться. Короче, почему надо откупиться, я так думаю, то что случайные NPC начинают на тебя нападать из-за этого косяка, то что ты Джабахата завалил. Но если ты Джабахата не валишь, тогда у тебя минус босс получается. Он не особо обязательный, но раз уж такая цель замочить всех боссов, то почему бы и нет? Давай мы этих ребят выманим. Все. Вроде все. Ломанный прямой меч. Но срались они мне 10 тысяч лет. Все, по идее, врагов тут больше по дороге не должно быть. Если на искупление грехов бабок не хватит, то можно пару пузырьков души хлопнуть. Как бы небольшой запас в этом плане есть. Дальше идем, короче говоря, в катакомбы. Оказывается, там есть еще один босс. Да. Попросить отпущения грехов. 68 косарей, да ни хрена себе. Дорого. Ладно, если бабки будут лишние, тогда уже. Ну, что-то дороговато, правда, он запросил. Короче, ладно, хрен с ним. С этими NPC. Не так уж их и много.
В общем, двигаем в катакомбы. Сюжетный босс номер 2. То есть первый был у нас Сив. Как его? Обнаженный Сив, по-моему. Так этого чувака зовут. Ну, короче говоря, дракон здоровенный. Это у нас первый босс. Вторым боссом будет, получается, Никель. Что-то там повелитель могил, как-то так. Ну, тоже здоровенное пятно, короче. Из пыли и грязи. А у нас находится чуть дальше катакомб. Сначала нужно добраться до места, где я бодался с боссом. Вихрь называется или что-то такое. В маске такое чучело. Разделялся на несколько человек. Перенестись, да? Катакомбы. Вот он. После этого нита можно пойти на DLC-шных боссов. Так, тут у нас скелет, это я помню. Сейчас будут эти чуваки кошмарить, поэтому давай-ка мы оденемся. Замутим противостояние с ним. Так. Давай, выходи по одному. Вон они. Ждем, пока приедут. Вроде все, да? Да. Теперь, короче, двигаем сюда. Ладно, догонит. Пойдет. Топаем, короче говоря, мы в новую локацию. Нужно отсюда сначала выбраться, а потом попасть отсюда в другую. Вот здесь мы бились с боссом, но выхода отсюда я так и не нашел. А оказывается, вот этот выход, он вот здесь. Я вот эти ступеньки тупо не заметил. Отсюда мы попадаем в другую локацию. Это склеп великанов. Тут не видно ни хрена. Да, свет мне отрубили. Нокаут. Да. Я себе таким образом даже дорогу не могу подсветить. Впереди кратчайший путь. Кому? Я не знаю. Но обычно я смотрел, что бегут люди вот так. По вот этим. Блять, все, мне труба. А ты заново. Я упал. Наверное, сложность все-таки этой локации в том, что тут просто ничего не видно. И снова меня портуют к этому дебильному костру. Катакомбы, да. Если встретится какая-нибудь падла типа хранительница огня, надо будет ей дать 2 души, и у меня типа фляга с эфтусом будет на плюс. Оп. Чё, кто? Они типа все сдохли, что ли? О, один. И все, по-моему, да? Ну там один стоит, но попробуем его не агрить. Пизду догонят, короче.
Оба сдохли? Да. Я думаю, как бы себе дорогу-то подсветить, чтобы норм было. Походу никак. Это надо выучивать. Ну, хотя бы души мои вот здесь находятся. Спасибо. Еще, кстати, немного, и типа хватит на искупление. Ни хера не видно. Так, обрыв, да, по-моему? О, твердая земля. Тут обрыв, походу. Будем рисковать, наверное. Хлеб великанов. Бля, жесть какая. О. Еще за него дают. Меня больше беспокоит то, что я не вижу, куда я иду. От слова совсем. Что пишут? Здесь. А что здесь-то? То есть каждую попытку пройти до босса, это нужно вот так вот будет пилить? Вы серьезно? О, это я удачно зашел. Большая душа. Но мне, по-моему, вот сюда. Блин. Ну. Пиздец. Очень много здоровья просто тратится. Человечность. Если бы я видел, куда идти, было бы здорово. Не сбежать. Костер. Где костер? Костер впереди. Ну, спасибо. Ух, я хотя бы добрался до лестницы. Тихо, тихо, тихо. Я ни хрена не вижу вообще. Ёб твою мать. Какой костер? Где его искать? Пизда. Вообще. Что за локация такая стрёмная? Макс, привет. Здорово, Макс. Пиздос какой-то. Свет вырубили, не видно, куда идти. У тебя просто обрыв может быть где угодно вообще. Вот это как-то. Тут игра-то в принципе темная. А тут тебя еще просто свет вырубает. Так, давай вот эти. Оп. Где еще один? Здесь по краешку. Пизду с каждым боссом бодаться. Ой, отключить. С каждым мобом. Так, один вот тут. Не успел. Пусть с ним. Так, пробежим.
Бля, может смолы какие-то есть или заклинания, типа того, чтобы у меня какая-нибудь пуха светилась. Может таким образом я хотя бы себе подсветить смогу. Просто слепую ебашить до босса, это вообще труба какая-то. Надо еще душу сейчас как-то выковырить свои. Так, давай посмотрим, что есть. Знак вторжения не то. За все человечности и души. Нет? Скоро, спасибо за donation. Скоро, thank you for donation. Душ, на стальную задницу. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, у меня душ хватит. Я уже столько их просрал, только что пиздец. У меня там улетало по 90 тысяч душ просто вот в трубу нахрен. Так, чем можно подсветить? Радужный камень. Слушай, ну как вариант. Давай-ка мы радужный камень, наверное, бахнем. Который мне дали еще там в склепе у Сифа. Попробуем с ними пройти. Вот допустим, швыряешь. А это и, короче, это и есть радужные камни. Бля, ну хотя бы ими дорогу проложить. По-моему, я здесь упал. Давай брякнем его вот здесь, короче. Глаза светятся. Там моб впереди. Только я, блядь, ничего не вижу. Интересно, камни вот эти пропадут потом, когда, если я там просру? Макс Ланг, у тебя же факел есть? Какой факел? А где он? Ну вот, кстати, вот за такой душой ебашу. А какой факел? Где его искать? Я бы с удовольствием. Я не вижу никакого факела. Тут его нету. Макс Ланг, где щиты или оружие? Не помню уже. Может, его где-то брать надо просто, поэтому у меня его нету. В щитах я его такого не видел. Пламя пиромантии, допустим, есть. Я тут больше половины предметов не знаю, как пользоваться и нахрена они нужны. Как баран, блять, на новые ворота. Это геморрой. Макс Ланг, а ну-ка тогда. Ну, в принципе, вот камушки более-менее как-то себя хоть зарекомендовали. Так. Ах ты ебаная падла. Я еще за пироманта играл. Может, там свои фишки были. Возможно. Ёб твою мать. Пизда нахуй. 60 тысяч душ я просто взял и проебал. Потому что я оступился. Ёбаный склеп, короче. Ну это учить надо. Это просто вслепую ты должен, короче, как, закрыть глаза нахуй и лететь.
Такие пидоры вообще. Ну кто так делает с локацией, ебаный Миядзаки? 50 тысяч душ просто в трубу улетели. В очередную нахуй. Макс Ланг. Ахаха. Ебаный по башке. Причем, я думаю, сам босс особо столько геморроя не вызовет, сколько добраться, блядь, до этого утырка надо. Надеюсь, камушки будут лежать на месте. Пизду, короче. По спидрану можно пробежать. Если камни помогут, то будет заебись. Выкрути контрастность повыше. Подожди, у нас же, блядь, игра тоже на паузу не ставится, все отлично. Кстати, да, как вариант. Сейчас я яркости добавлю, но там он особо не поможет, потому у меня, по-моему, 8 стоит. Яркость. Ну вот. Так-то. Просто нахуй такие локации делать, я не понимаю. Либо на самом деле, как Грензель и Гетель, прокладывать себе с помощью камушков путь, которые вроде остаются на Макс месте. Ланг. Ну хоть что-то. Не. Яркости добавить не помогло. Я не помню, я здесь бросал камни или нет. Макс Ланг. Это тролль уровень просто. Да. Пидорский, тролльский, троллячий уровень. Ебаный подонок этот Миядзаки, блядь. Так, вот где падать? Вот куда? Угу. Вот как это, да, залупа идет примерно, я понимаю. Нет, слушай, короче, камушки мои не сохранились вообще никоим образом. Блять, мне вниз или как? Я ничего, блять, не вижу вообще. Так, угу. Вот сюда я паду. А вот аккуратненько так. Вот. Так, отсюда. Да вроде сюда куда-то. Вон там моб-то торчит, значит где-то должна быть эта твердая поверхность. Все, напились пидоры сиропу. Хуй я из щита вылезу. Блядь, тихо, тихо, ты куда поехал? Вот демон что творит, а? Ну, раз пишут то, что костер где-то здесь, значит, он где-то же должен быть. Но я просто сделал шаг и ебанулся. Вот, костер, нихуя себе. За яйцом. Я даже, пожалуй, его запалю. 13 человечности, как бы, но дело того стоит. Так, не то. Хлопаем одну человечность. И вторую. Если возможно будет
туда портанулся, то хвала малышу просто вообще. Так, обратить пустошение. Просто чтобы через эту шнягу потом не бежать. Так. И сюда мы вкепываем. Вот сжечь. Ага, баста карапузики. Так, ну что, дело того стоит на самом деле. Куда теперь ебашить, я опять не представляю. Ну, возле костра хоть что-то видно. Спасибо, блять, на том. Обрыв. Тут тоже, но что-то мигает. Блядь, я хуй знаю. Может, камень бросить? Что тут, вот как тут рассмотреть можно? Тебе вперед можно идти или нет? Вот стенка, за яйцом. Подожди. Угу. Тут вообще тупик. Ну, похуй ветер, короче, давай прямо отсюда и сиганем, короче. Я не знаю, что делать. Заебись. Угу. Я возродился здесь. Макс Ланг. Фонарь в расширине с лоскутиком. Шлем шорткатик изолиту. Заклинание в ДЛС. Шлем шоркатик изолиту. А какой шлем? Как он называется? Я, может, уже его взял? Заклинания я тоже не все, видишь, могу поставить. Макс Ланг. Короче, я ходил с фонарем по ходу. Так вот, а у меня его нет. Да и проблема. Блядь, и куда падать-то? Ну обрыв же, очевидно обрыв. Суки ебучие. Ну-ка. Ну это мало мне что дало, конечно. В принципе, костер рядом, я могу тут, блядь, хоть все кидать. Но не очень-то это помогает. Бля, может вообще типа надо подниматься? Давай на шару просто вот так. Угу. Это пиздец, у тебя просто квадратный метр распоряжения, просто чтобы понять, куда идти. А я же не вижу нихуя, просто вот в этом проблема. Хуй давай поднимемся. А мобы еще. Тут, наверное, про костер написано. Не избежать костер. А вот это что за надпись? Тропа впереди. Это которая, по которой я пришел или нет? Скорее всего, по которой, да, я пришел сюда. По-моему. Я не знаю, я уже запутался. Вот какая-то хуета. Кто такой? Приветствую. Похоже, ты вполне в своем уме. Что ты делаешь в катакомбах? Ты клирик или что-то в этом духе? Да, я так и думал. Вот тебе совет. Тут есть клад, прямо как спустишься в этот подвал. Я должен тебе за молитву и все такое, так что ты можешь выбирать вперед меня. Ну же, иди взгляни, а ты аж ослепнешь. Юморист, блять. Да, надо туда спуститься, взгляни получше. Куда спуститься? В чем дело? Макс Ланг.
Это сраный лоскутик. Что за лоскутик? Лоскутик одежды или так чувака зовут? А зачем убивать? На меня и так, кстати, неплохо агрятся эти... О! Я, по-моему, иду возле обрыва, но мне надо вот туда. Собаки, что ли? А кто-то кричит, во. Разъебал. Переиграл, уничтожил, нахуй. Вон там босс. Да? Да, это к боссу дорога. Блять, хотелось бы все осмотреть. Я думаю, это не очень хорошая идея. Ага. Я приблизительно представляю, как это все. Вот тут тропа, короче, но вот если сюда сходить, то ты все равно доберешься до какого-то обрыва. Это наебка. Тут, короче, не пройти явно. Макс Ланг. Лоскутика не оставляй. А почему его надо убивать? Он типа гнида, короче, его надо в любом случае мочить. Тихо, я чуть не пизданулся. Где моя стенка? О. Когда стена рядом, мне хоть спокойней. Вот он. Лоскутик, хуютик. Макс Ланг. Либо он тебя, либо ты его. Опа. Я за него зашел, короче, какая-то катсцена начала. Ага. Понятно, почему его надо было захуярить. Ага, вот тебе по заслугам. Проклятые крылики. Хуже вас только как тараканы. Наверняка у тебя полные карманы. Я беру твой труп до нитки. Вот, да, почему его надо убивать было? Пидармот. На меня, кстати, никогда еще так эти NPC не пинали, не подставляли. Череп фонарь, вот. Вот как себе дорогу подсвечивать. Нужен череп фонарь. А куда его только засунуть-то? Наверное, он как эта штука действует. Где этот череп фонарь? Макс Ланг. Но тут фонарь рядом. Вот с черепом фонарем уже без проблем можно походить. Макс Ланг. Боже, какая задержка в чате. Ну, обычно 30 секунд где-то. Где этот фонарь? О, нашелся. Ну, так гораздо лучше. Так, давай посмотрим, что у нас тут вообще в принципе есть. Эта тёлка сидит. Я, пожалуй, вот как сделаю. Щит я поставлю, как и был. Ибо можно пизды резко получить. А вот сюда уже бахнуть, короче, вот этот самый... Ну, где он? Тут пока найдешь. Тут, видишь, тоже тебя пинает этот лоскутик, короче. Лоскутик. Вот, и ты какого-то NPC тоже находишь. Скорее всего, надо ему типа как-то помочь. О, вместо лука. Самое то. Бам, и все, и ты готов. Бам, у тебя щит. Так удобнее.
Давай-ка на пищу подойдем. Посмотрим, что там надо. Кто такая? Ты ведь не из Полыха, верно? Слава богам. Ну, прошу, будь осторожней. Недалеко отсюда бродят двое свирепых Полых. Как-то они были рыцарями, моими спутниками. Как же могли обратиться в Полых столь сильные духом? Боги, неужели ничего нельзя сделать? Совсем ничего? Подожди, какому пятну? Что тогда можно сделать? Короче, странная женщина. Угу. Оп. Какая же все-таки заебатая вещь алебарда. Макслок. Слава богам. Слава богам. Порубимся с чуваком этим. Макслок. Слава богам. Слава богам. Бокам. Жирным бокам. Слава жирным бокам. Так. Ладно. Ну здесь вот поднимаемся мы, короче говоря. Тут я, получается, все оббежал. А если я замочил двух этих клоунов, значит можно и к бабе подойти. Надеюсь, у нее что-нибудь еще из пизды не вылезет. Тебе удалось узнать этих двух Полых, верно? Мне больно думать о том, сколько хлопот я тебе доставила. Уверена, что и Винс, и Нита благодарны тебе. Спасибо большое. Вот это принадлежало им. Тебе пригодится больше, чем мне. Восстановление. Я так понимаю, она мне какую-то магию дала. Ясно, понятно. Спасибо. Особо не нуждался, но... Там еще какая-то падла. Короче говоря, можно было сразу же бежать к боссу, а можно как бы получить пинка под жопу и долго-долго подниматься. Я понял. Но мы не ищем легких путей, как обычно. Белый даже титаник. Ни хрена. Так, там кто-то ползет ко мне. Я пока не вижу кто. О, здрасте. Какая забавная хуй куколка. Ага. Вообще, мне как вариант, можно было просто взять и подохнуть, типа того, и просто там оказаться возле костра, от него отбежать по прямой, просто и к боссу сразу. Ладно, давай поисследуем, что есть. Мне аж даже интересно, что предложат. По идее, весь Dark Souls и так далее, любой Souls-like, он на том и построен, то что ты просто бежишь к боссу все время. Дотянулся? Да. Давай, наверное, похилимся, да? Все равно, если я отъеду, в принципе, я там и окажусь. Возле того костра. Ну, 14 косарей целых заработал, пока бежал. Ну, я так и думал. Там, кстати, сзади кто-то стреляет. Так, где-то здесь этот ублюдок стоял. Теперь мы его действительно мочим. Только он не отображается никак. Ну-ка вот так. На шар. Ёбаный пидор. Будет знать, как толкаться. Так, давай верхушку посмотрим. Что там у нас вообще есть. По-моему, там кто-то бегает еще. Здесь у нас ход до босса. Тут обрыв. Ну да, я же говорю, то, что это подъебка сраная. Ты типа смотришь вперед,
типа такой, ой, нихуя, свет в конце тоннеля. Ебашишь и умираешь там. Там как раз какой-то даже NPC стоит. Или враг даже, не знаю. Так, ну все, топаем до босса. Восславим солнце. Вся хуйня. Ага, нравится. Вот это, кстати, было не очень. Я рассчитывал прям до босса добежать. Я думал, то, что прям за дверью босс. Так, обрыв. Опять обрыв. Все, уже спокойней. Пидор этот отлетел, который больше всего бесил. Судя по звуку, еще кто-то есть. Бля, довольно рискованно туда вниз падать. А можно как-то по-другому-то обойти? Здесь вот. Слушай, непонятно, тут обрыв или нет. Нет, не обрыв. Это, походу, спуск, да, туда, ниже. Угу. Можно, типа, по шурику ёбнуться туда, а можно вот так пройти. Отлично. Подъем засчитан, как говорится. Куда бегу, хуй знает. Ну, куда-то бегу. Душа. Собираем. Резной щит. Но я думаю, то, что круче щита Хавала я тут ничего не найду. Тем более я его подзаточил на плюс 4, по-моему. Он самый такой борзый. Со стабильностью. Хорош. Так, где-то тут скелета собака ходит. Давай ниже. Вот он. Здорово. Вообще похую. Опа, вот это уже. Это уже были заявочки на пиздюля. Костерок бы тут, конечно, тоже мне второй не помешал. Костер впереди. И как кто-то идет. Да я понял, отвали. А насколько костер впереди? И выска. Здесь. Что здесь? Спуск, смерть. Скорее всего, второе. Тут тоже обрыв. А здесь вот еще один спуск. Там костер впереди. Ну давай сюда сбегаем. Вот костер. Тайная тропа впереди. Логичнее, конечно, было бы вот этот возжигать. Ладно, чего ж теперь. Кстати, тут все поставали обратно. Тайная тропа, но... Ну да, это надо знать, куда идти. Так, сначала давай вот здесь вот, короче, всех перегасим.
чтобы спокойно вниз спускаться. Вот тут второй. Посмотрим, как себя еще этот Нито ведет. Если надо будет, то придется возжигать еще один костер. Не знаю, насколько жесткий босс. Так, двое. Слушай, там еще третий вроде. Да. Сука, так фляжек не останется. Все, обрыв. Босс вообще в ебенях просто. Так, ну, походу мне туда, ну давай к душе сбегаем. Вот тут. Обломок белого титанита. Где-то, по-моему, тут спуск был. Угу. Когда смотришь спидран, короче, там они чик-чик-чик, короче, вот буквально 3 минуты они добегают, короче, до этого босса. Что-то там тут упал, здесь присел, бах-бах, все, он, короче, уже его мочит. Но, блядь, когда ты начинаешь изучать эту локацию, какой-то пиздорез, она очень большая, походу. Так, ну все, мне вниз, короче, да? Ой, блядь, ну окей, 6 фляг, надеюсь, я доберусь до этого Нито прямо сейчас. Да, мне еще ниже. Удачи. Да, ну значит босс вот здесь где-то, раз мне удачи желает. Либо тут какой-то замес. О, свет дали. Чудеса-то какие. Давай туда в край сам сбегаем. Жук впереди. Да, ну нихера, это еще... До босса еще добраться надо. Тут что? Роскошный вид впереди. Охуеть вообще. Снова в пиздорез, короче, да, залезаем. Там. Там. Фартанет неплохо, если будет еще один костер. Ждем. Оп. Все, отъехали. А сзади кто? Так, сзади это Чунга-Чанга, блядь. До свидания. А вот здесь это уже, по-моему, неподалеку как раз должен быть босс. Эти ребята встают у нас? Нет, не встают. Так, да, их чуваков можно просто сигнорить, да? Вот сюда мы двигаемся. И вон там босс.
Дельфо от БНД.ГГ. Добрый вечер. Здорово, Вольфот. Тихо. Все. И херачим на босса. Я вот даже похилить прям. Нет, я не успел похилиться перед ним. Но тут уже стопудово босс. Добрались таки. Это у нас третий сюжетный босс, короче. Четвертый у нас где-то в аду там находится. Ложе хаоса, по-моему. Причем я к нему так долго шел, но я еще не знаю его атаки. Заебись, у меня здоровье забрали. Еще и долбанул кто-то. Вы не охуели, Лили? Что за беспредел? Так, но меня отравили. Это понятно. Главное его по-резкому выебнуть. Тихо, давай, ну. Блять. Че херово то, что у меня от яда-то ничего нету. 5 фляжек. Я не доживу. Надо вот сжигать. Короче, мы сейчас еще до этого Нита будем хуй знает сколько пиздовать. Это во-первых. Потом. Надо как-то умудриться яд не получать. Но в принципе этот как его. Надо посмотреть по кольцам, может, что есть. По кольцам. Давай глянем. Магия, физурон, кровотечение, сопротивление ядом. Ну, вот так вот. Так, с этими ребятами похер, короче. Отсюда. Блять, там, по-моему, сзади кто-то догоняет. Так, ну, короче говоря, по-быстрому сейчас добегаем до этого Ниту. Ниту или Нит? Там сзади за мной паровоза нету? Нету. По идее, если схватить алебарду и долбануть как следует, и он раза, наверное, с 7-го тоже должен улететь в пизду. О, иди-ка сюда, я чё-то. Ай-яй-яй. Ну, по-мудацки затупил. Чалька. Ящерку не выбил. Давай, спидран, короче. Спидран до босса. Не получится. Привет. Здорово, Киря. А этот так, блять. Там сзади еще чувак портанулся, а почему не сообщили об этом? Что за подстава? Киря Илвай, как настроенница твоя? Настроение, да, ништяк. Надеюсь, я сейчас... Ой, у меня фляги плюс 12. Надеюсь, я сейчас опять не отъеду через 2 секунды на боссе. Так,
Так, эти ребята все до свидания. Это все похер. Бам-бам-бам-бам. 12 фляг. И кольцо. Кирилла. Лайкос влепил. Спасибо. Спасибо за лайкос. Да, половину сразу у тебя здоровье забирает. Сука, дай хоть допить-то, а, твою мать. Гандон. Ну, я не знаю, у меня кольцо типа одето. Ща ему переебу, короче. О, блюдака, мать-то. Ай-яй-яй. Слишком много народу возле него носится. Но он, по-моему, тоже тут всех сам вырубает. Хуйня, я сейчас на мужика чисто вывезу. Да-да-да. Так, хиляемся, хиляемся. Я себя не вижу вообще. Что происходит, блядь? Потеря крови. Ну, кто бы знал-то, а? Стрей. Пошел нахуй, козел. Великая душа, сразить Ниту, повелителя могил. Лично я еще и души восстановил, и человечность дали. Так, вот с ядом, что у меня есть по яду? По яду. Блять. Это можно использовать? Не то. Понятно. Короче, времени у меня не очень много. Надеюсь, я на флягах вывезу. Хотя, по идее, тут должен быть костер. 119 косарей, кстати сказать. О, костер. Все, до свидания. Здесь в этой локации мне больше делать нехер. Перенестись на уезд нежити. Да. Пойдем грехи искупать. То, что я Джабахата завалил, надо надавать, точнее не надавать, надо искупить грехи. Потом можно идти уже к Арториусу, Манусу там и так далее, ко всем другим забавным ребятам. Так-то грешки искупить 68, что-то там 500 просят они. Не угадал ты, мужик. Подождем. Бам-бам. До свидания. Потом получается, что вот после отсюда мне нужно будет топать через лес, там, где я мочил первую гидру. О. Первый, по-моему, у нас босс Арториус попадается. Потом Манус и все остальное. А нет, первый там этот, как его, типа льва какого-то с крыльями, короче. Вот такой босс. Сейчас в лесу, короче, тогда надыбаем, в лесу надыбаем побольше фляжек. NPC-ку бы какую найти, чтобы им души всучить. У меня 2 штуки есть, чтобы фляги прокачать. Надеюсь, поможет. Но не знаю.
Вот этот мужчина, как, почему он в Т-позе стоит, почти в Т-позе, я не знаю. Хорошие новости, я рад тебе помочь. Похвальна твоя устремленность к греху. Вот, просим отпущения грехов, 68 тысяч. Как с куста просто. Ужас. И типа все, я не грешен. Вроде как. Вы очищены от греха. Вот не греши. Я уже дважды у этого мужика откупаюсь. Первый раз я случайно кузнеца треснул алебардой своей. И он начал со мной драться, короче, и все, больше типа с ним ничего не сделаешь. Первый раз этот мужик в Т-позе просил у меня, по-моему, что-то 42 или 46 косарей. Как-то так. Ну, короче, тоже довольно-таки немаленькая сумма. Но откупился. У нас кузнец вернулся на место и начал привычно долбить по железу. Молотком своим. Вот теперь пришлось, чтобы босса активировать. Макслок, теперь православный бегаешь. Да, будем двумя перстами, блядь, по-старославянски креститься. Кстати, да, насчет перстов. Я не знаю даже, как, в принципе, пока поставить. Смотря какой у нас... Давай вот этот, наверное. Все, топаем, короче говоря, к костру. Перемещаемся куда-нибудь в лес. Хотя, в принципе, бежать-то ерунда еще. Вот этому я кузнецу треснул. И все. И он сразу загрелся. Одно неверное движение, просто один удар, мне стоил, мать его, 48 примерно, или 45 косарей. Перенестись. Склеп темной луны, может. Я не помню, как костер-то этот называется. Нет, не то. Не туда. Короче, я так добегу. Там недалеко. Я не помню, как называется этот костер. В принципе, чтобы он чуть поактивнее бежал. О, а что это он не сухой такой? Обычно он же в костюме кураги бегал. У меня тут, я смотрю, мышцы даже появились. Видимо, что-то случилось. Я не знаю. Хотя у меня человечности нету. Это человека стал похож. Вот, как говорится, что боссовые пиздюля делают. Давай-ка мы возле того костра посидим. Хотя по дороге там то же самое. Подожди, или не то же самое? Нет, там, по-моему, с рыцарями зашквар. От них надо бегать будет. Поэтому давай так. Я ж типа там с одного ордена вступил в другой, и поэтому рыцари ордена кошаков там, короче говоря, они теперь тоже бесятся, когда я на их территории. По-моему, такой расклад. Поэтому придется долго бегать.
Но там главное добраться до той локации и найти на ней уже костер. А, подожди. Нет, сначала, да, придется босса завалить. Потому что он там прям при входе. Думаю, где эти кристаллические гориллы-то? А вот они. Да. Так, отсюда нужно, короче, двигаться по стенке, чтобы вроде как это DLC запустилось. С Арторисами и так далее. Хоть помоет заодно. Вроде все условия сделал, чтобы это DLC заработало. Все пишут? Здесь. Что здесь? Да, оно заработало. По-моему, она срабатывает, когда ты проходишь библиотеку. Вроде такая херня. Надеюсь, какое-нибудь кольцо не надо в обязаловку одевать, чтобы пройти через вот эту вот залупу. Угу. Мужик на Данте похож. Хуяк, и утащили меня. Утащили меня к боссу. Священный сад. Да, естественно, разжечь костер. Посидим. Попердим. В принципе, человечности хватает, пока все костры разжигать. Ну, почти. Почти все. Давай посмотрим, что за босс, короче. Что у нас? Кольца. Угу, защиту от физурона. Ну да, кстати, этот босс примерно такой и есть. Вроде он не магия, ничего. Башку эту можно снять, вместо нее лук напялить. Не часто им пользуюсь, но вещь хорошая. Я его к тому же подкачал немножко. Так, вот он. Короткий лук 46. Составной больше урон. Алебарду пялим в одну руку. Ну, точнее, в две руки. Попробуем так. Алебарды в двух руках больше урона. Стиль мясника. Удачи. Ну, попробуем. Страж святилища. Фига, по жопе ему. Ага. Ну, я половину уже ему так-то снес. Погоди. По хвосту, если ему треснуть, что будет? Короче, он новый меч валяется.
И отъезжаю. А нормально, его заместить его можно. Короче, против магии, наверное, да? Снимаем щит. Не пригодится. От спецурона, в принципе, да, можно и да. Лицо оставить. Прям вот так вот и пойду. Нагишом. У меня так скорости побольше. Бля, все 3 подачи у меня прилетело. Ты смотри. Оживляем. Где он? Вот так вот. Опа, блядь. Ну не попал чуть. Быстрее. Долго пьет. Ага. Давай еще пару раз его. Чуть не дотягивается. Он далеко отбегает от меня. Бам, бам. А тут должен быть мой удар. Хиляемся. Все нормально. Иди-ка сюда. Бам. Отлично. Со второго трая. До свидания. Душа стража. И человечность дали. А денег сколько? Сколько денег ты со мной принес? 30 штук. Нормально. Так, ну и все, по идее. Можно обратно возвращать себе щит. Как-то так. Ну, а дальше посмотрим, что кольцо, какое может быть надевать или нет. Куда идти? Ну, по-моему, я вот оттуда пришел. Да, я оттуда пришел. Святилище Алачеля. Или Алачиля. Красота-то какая. Лепота. Так, ладно, посмотрим. Этот костер возжигать или другой, пока не буду торопиться. Они как бы все нужны, но какие-то не очень. А грибы угарные. Не просто стебовые. Только взгляни на это. Из каких веков тебя пронесло? Ну, пахнет от тебя человеком. Терпеть можно. А принцесса Заря спаслась благодаря тебе. Твоя аура в точности такая, как она описывала. Я благодарю тебя за спасение ее высочества, но принцессы Зари здесь больше нет. Я украл этот ужасный первый человек. Я должна спросить, не спасешь ли ты принцессу еще раз? А? Спасибо. Меня зовут Элизабет. Я страж этого святилища. Я что-то вроде крестной матери принцессы Зари. Я владею волшебством. Понятно. Спасибо, у меня это есть. Незаметность, кстати. Штука забавная. Давай возьмем. Починка, хамелеон. Стеной посох. Хуйня стопудово.
Ты увидишь потом. Бездна была порождением древнего зверя, и теперь она грозит поглотить весь Алачиль. Или Лачиль. Рыцарь Арториас пришел остановить бездну, но в нем не было ни талики тьмы. Несомненно, непроглядная пучина бездны проглотит и его. Может, бездну и нельзя остановить, но я верю, что принцессу Зарю еще можно спасти. Да, светит, ну, короче, понятно. Да пребудет с тобой сила. Ну, окей. Пойдем. Вот это вот заклинание неплохое в плане том, то, что если ты хочешь всех быстренько пробежать, они тебя просто не видят. У тебя, типа, ты в домике, короче. Когда-нибудь оно мне может пригодиться. Так, ребята с алебардами. Да? Ну, пойдем. Королевский лес. Это тоже большая локация. Ля, какие. Неплохо. Так, здрасте, отъехали. Слушай, ну... Просто взяли, короче, я по такому лесу уже бегал. Че, он застрял, что ли? Сука, шибанул себе. Шибанул меня своими вилами. О. О-о-о-о-о-о. Что происходит? Он взорвался? Я от этого подох? Ну, у меня жизни-то не так-то, и так было немного. Я, походу, от его взрыва подох. Ладно, учим мобов, кто такие, чем живут. Кстати, раз уж такая пьянка, пялим доспехи хавала. Ну и чтобы перемещаться пошустрее. Хотя и так пойдет. Отсюда с леса мы, типа, получается, должны добраться до города. Ну, какой-то там раздолбанный город. Там у нас этот Арториас сидит. Потом как-то падаешь вниз, там что-то такое, и ты попадаешь еще сразу же к одному боссу. Они, типа, друг от друга не очень далеко расположены. Где-то вот тут мне пизды дали. Угу. Они вдвоем бегут. Но вот этот быстрее. До свидания. Угу. Короче, он вырывает землю, и отсюда у тебя слетает вся стамина. Но щит помогает, короче. Броня Хавала самая топовая, пока, по крайней мере, ты в ней как этот, как носорог. Свидание. Ну, до нее еще докачаться надо. Я, блядь, заебался эти души фармить. Что всю эту броню таскать спокойно. Слушай, а что, типа, тут Арториас уже сидит? Ну, он в центре, вот эта арена, мы будем тут с ним биться. Ладно. Давай еще пока тут погуляем. Давай, ты первый. Бам. Надо было закрываться. Он стамину сбивает. Отсюда он сложный. Но... На. Такое себе.
Я даже что-то не посмотрел, сколько за него дают. Так, пизды получил, что-то и запутался. А, там что у нас, костер, что ли? Какая-то хрень горит. Ну, я не знаю, есть ли смысл по лесам тут бегать. Давай сюда зайдем. Эти мужики прям что-то они жесткие, конечно. Давай сюда зайдем. Лжец впереди. Это лифт? Походу. Что за лжец? Наручи стража. Чуть поменьше весит. Нет. Не принципиально, короче. Бля, я не знаю, туда падать, это, короче, блин, ты можешь разбиться. А можешь половину здоровья потерять. Не будем пока торопиться. Может, где-то можно аккуратнее спуститься. Ну вот мне как-то вот надо вот туда попасть. Возможно, придется прямо все вбегать. Не знаю. Но они взяли, походу, локацию с грибами, короче. Ни хрена тут народу. Локацию с грибами, по-моему, взяли, короче, и просто поменяли тут NPC. Точнее, мобов поменяли. Да, вот мостик тут знакомый. Где у меня цель вот до Арториаса добежать? И ебучий, скрипучий. Ага. Это у нас, по-моему, или Манус, или что-то такое. Ну, короче, мы его будем тоже пиздить. Он где-то неподалеку. Будет от Арториаса, по-моему. Кто-то тяжело шагает. Ой. Блять. Куда он взялся? Так, нормуль. Косарь на них дают все. Не густо. Короче, я и ящерку просрал. Титанитом. От мужика чуть не отъехал. Надо еще слушать тут внимательно. Хуй-то угадал. Что за них дают? Здравствуй, фиолетового мха. Ну, это от яда. Тихо, тихо. Я чуть, блядь, не пизданулся туда. Подстава такая. Смотришь на душу, думаешь, сейчас пройду. А тут хуяк и обрыв. Как и здесь. Тоже можно навсегда улететь. Ну, где-то же костер должен быть, правильно? Давай сюда сбегаем.
Угу. Ну, эти чуваки сейчас меня, по идее, должны найти, если тут можно пройти. Они меня достанут обязательно. Но они, по-моему, пошли в обход. Значит, только так вот можно до меня добраться. Да. Фармим, мухать немножко, чё. Надо искать костер. Потому что я смотрю, арена с этим, с Арториасом уже где-то рядом. Угу. Вот эта вот душа подставная, по-моему, да? И сюда, наверное, хер ты спустишься. Ну, точнее, спустишься, но потом не выйдешь. Окей. Давай-ка, наверное, похилимся, что ли. Они деревья стригут? Милота какая. До свидания. Эдварду руки-ножницы. Золотая монета. Надо как-то их, по-моему, поодиночке выцеплять. Сейчас, если все на меня... Во-во-во, блядь. Они, короче, все за мной. Заебись, чё. С этими бродягами у меня двумя не справиться. Но они медлительны. Их типа можно и наебать. Чуть-чуть. Самую малость. Давай-ка мы вот сюда сбегаем. Ящерка опять. Иди-ка сюда. Упал? Ой, там она исчезла. Что это за хрень? Кто-то ж упал, бежал на меня, хотел ёбнуть. Второй отстал, да? А давай мы уйдем. Блять, ушел. Да, и пошли вы в очко. Сука, и все равно высоко. Походу надо падать. В любом случае. Вот. И падать не надо. Короче, пришел я к боссу. С одной флягой. Вот там NPC какой-то стоит. Давай хоть в округе порыскай. Может, костер где есть. Просто через всю локацию, потом опять до этого Арториаса бежать. Я же отъеду стопудово. Сразу же. Надо же посмотреть, какие у него атаки и все такое. Насколько я знаю, это довольно-таки шустрый босс. Нужна голова. Нужно друг. Типа призывай кого-нибудь. Когда пройдешь. Друг и голова.
Ладно, сейчас пробегусь, может быть, где-то какие-то средки есть, еще что-то. Дай догадаюсь, тебя схватили и утащили в прошлое? Да? Да, конечно, со мной случилось то же самое. Мы оба чужаки в чужой стране, но нас, по крайней мере, теперь двое. Вот это надо. Ой, она стоит. Вот так. Десять косарей, одна человечность. Лихо. Даман 72. Салют, дружище. So long. Здорово, здорово, Даман. Oh, still alive. О, ты не думаешь умирать? Может, тебе что-то нужно? Did you happen across Тебе не Matt встречался рыцарь Artorias, Арториас? the legendary Легендарный abyss путник warrior? бездны из I think странных, that из you старых haven't. сказок. Just as well. Впрочем, все равно. По-моему, он никудышный герой. Угу. So long. Мужик юморит, короче. По-моему, это шутка. Лжец впереди, да, слушай. Блин, а здесь-то где костер? Ну, приблизительно, я так помню. Короче, капец, один костер на всю локацию. Ладно, хоть давай атаки посмотрим. Туда тоже можно бегать. Ну там прям. Стой. А тут можно спуститься. Может, там костер какой есть? Просто, ну, серьезно, я вот не вижу... Не вижу смысла к Арториусу, не знаю, босса, идти с одной флягой. Угу, тут мобы. До свидания. По-моему, это к дракону дорога. Очень на это похоже. Он примерно в ту же сторону улетел. Отчаяние. Не избежать отчаяния. Уязвимость велика. Я не знаю, в какую сторону идти. Ну, допустим. Короче, наверху Арториас. Кто орет? Дракон. К дракону это вот дорога туда как-то. Да, ты здесь вот спускаешься, и там вот где-то с ним, наверное, бьешь. Понятно. Давай сначала хотя бы Арториас. Дракон попозже. Сейчас я здесь где-нибудь, ну, по идее, по логике вещей, где-то внизу может быть костер. Это у нас боссы DLC-шные. Арториас, по-моему, Манус этого дракона зовут. Или как-то по-другому. Короче, их не обязательно проходить. Хер тут и не костер, короче. Печалька. Угу.
Но я должен был это проверить. Ни срезок больше, ни хрена нету. Ладно, пойдем на босс. Что делать? На которого нужна голова. Второй участник. Я туда плыть, не знаю его атаки с одной флягой вообще. Ну это минус души, короче. Да. Ладно, попробуем. Хотя бы попробуем. Крутой. Весь. А у него шлем, да, в виде это сокола какого-то, соколиной мордой. Угу. Ну слушай. С алебардой, по-моему. Понятно. Ну половину-то я ему снес. Ёкарный бабай. Короче, надо пить эстус, хлебать, когда он не совсем дикий, точнее, недалеко от тебя. Давай, короче. 10 фляжек. Костер, мне кажется, тут не будет. Еще научиться надо по-быстренькому до него добегать. Это стопудово. Давай, наверное, перекур, да? 3 минутки. Сейчас я подойду. Пойдем Арториусу по щам давать. В принципе, он, ну чё, он не сложный особо. По крайней мере, пока что он на первый взгляд показался таким. Просто стой в обороне и давай ему по щам. Главное, хилиться не так часто, а то он тебя прямо через щиты пробивает. Ладно, сейчас подойду.
почесали. Короче, держимся правой стороны. Где-то должна быть такое здание с кнопками. Вот оно. Я смотрю, тут люди тоже бегали. Так, ну слушай, да, хрень это работает. Теперь рыцарь находится недалеко. Ну и вполне понятно, где он находится. Сейчас попробую сначала душу забрать. А потом уже мстить, так сказать. Отходим. Где-то душа сзади, не откуда. Короче, главное не жадничать. Да, стамина сильно сбивает. Отсюда все проблемы. И атакует часто. Пока он тут магию свою творит. Хоть не хилится, спасибо на том. А мы тебе так. Ну и вот так, почему бы нет. Ага. Я понял. Каким-то говном еще бросается. Надо от него отойти и похилиться. Понятно. Я ответил. Чуть побольше я у него снес. Вот когда он эту магию делает, тогда надо хилиться. У тебя как раз времени вагон. Хреново то, что он атакует постоянно прям. Дамажит и дамажит. Отсюда у тебя сшибается вся стамина. У тебя на удар не остается ни хрена, но и на защиту тоже. Ладно, сейчас посмотрим, когда его удобнее улупить. Но сейчас все равно первым делом лучше души забирать. Хрен знает, с какого трая у меня получится его по жопе надавать. Еще как вариант, можно раздеться, прыгать вокруг него. Так-то 70-ка душ, то, что там валяется, тоже далеко не лишним.
Не попал. А я попал. Так, идем к душам. К душам. Я их не вижу. Души. Бам. Ах, на второй удар я не успеваю ему дать. Неплохо. Давай, давай, давай. Так, я не успею. Да, он мне стамину сбил. Пиляем. Нормоз. Не хватит. Главное не жадничать. Так, отходим, ну. Успею. Чуть-чуть не достал. Пиляем даже парочку. Этого хватит. Чуть-чуть не достал. Блять, шустрый. Но у меня длинная алебарда. Последний удар ему. До свидания. Все, Арториас пошел в очко. Душа Арториас. Хорошо. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Вместо него ни костерка, ничего, да? Полтинник у нас этот чувак обошелся. Давай посмотрим, может, где костер есть. Какой-то выход нарисовался. Угу. Что-то и здесь дорога, и здесь дорога. Вот костер. Хотя бы посидим. Слушай, да давай, наверное, на уровень один махнем куда-нибудь. Ловкость, выносливость, здоровье. А давай здоровье. Целый полсантиметра добавили, но ништяк вообще. 120 тысяч душ. Угу. Давай вот туда сходим. Вот там где-то что-то есть. Посмотрим, что вот. Вот там сначала наверху, потом напротив. Так-то еще можно к дракону туда сходить. 4 развилки, короче. Короче говоря. По герою. Это 5-я, да, развилка? Ну, допустим. Заперт. Ну, возможно, я потом это открою. С другой стороны. Либо от кого-то надо ключ получить. Ясно. Короче, чё? Давай мы отсюда, короче, топим. В дверь напротив.
Войти в зал. Зал стоицизма. Битвы за стоицизм проходят только в сети. Дуэли. Битва 1 на 1, командные бои 2 на 2, 3 на 3, наверное. Так это ПВП типа. Покидая зал, игрок теряет всю серию побед. Битвы за стоицизм делятся на 3 вида, да? Командный, смертельный. Присядьте у синего котра, чтобы указать число участников и найти битву. Воин, убивший наибольшее число врагов, получает великую корону. В случае ничьи все воины получают малые короны. Угу. Это ПВП. Понятно. Мне тут нихер делать. Боссов тут не насыпят. Так. Да пойдем, наверное, вот сюда. Хотя можно было бы и там, конечно, все проверить. Поселок Алачиль. Ну или Алачиль. Давай, наверное, все-таки, да. Все-таки исключим этот момент насчет того, то, что там внизу, где спускаешься, короче. Чтобы уже потом дальше идти вот по этому поселку гулять. Там, где собак я убивал. Так, как расходишь, как выходишь, это получается где-то... Да, вот тут спуск. Я думаю, что все-таки в той стороне дракон будет. Раз уж он там летает так борзо. Думаю, мне туда. Чтобы с ним там бодаться. Сейчас подождем, пока стамина поднимется. Что там про отчаяние пишут, вся фигня, но поглянем. Я думаю, в поселке там 3-й босс. В этом DLC, по-моему, всего 3 босса. Поэтому один, мне кажется, все-таки где-то тут тусуется. Да. Я как раз к этому дракону и иду. Там, я помню, там, где ящерка только что сидела. Там, короче, туда можно падать по спидрану. И... дальше падаешь вниз, просто отхиливаешься, и ты уже у дракона. Он за поворотом где-то. Пока пособираем. Душа. 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 Здорово. Ёпта. Надеюсь, он не часто будет тут бегать. Там, походу, какой-то проход или сундук просто. Давай посмотрим. Кусок титанида. Бля, ты заебал дамажить. Надо, видимо, быстро к нему пробираться. Нихуя. Прикольно.
4000 душ, я не думаю, то, что надо прям туда возвращаться, 4000 забирать этих. Я лучше сразу сейчас спускаюсь, короче, и просто бегу прям к нему. Чем быстрее я добегу, тем лучше для меня. Ты кто такая? Это же ты. Душа человека, что пал здесь. Он был моим другом. Я хочу помянуть его и вернуть его душу. Не желаешь ли ты отдать кольцо мне? Ну, давай. Спасибо. Я не забуду твоей доброты. Пожалуйста, возьми. Мне это больше не нужно. Темный серебряный след, золотой след. Да хранит тебя, повелитель. Я так понимаю, она мне... Она мне какое-то, короче, оружие дала. Называется золотой след и серебряный. $75 урон. Да херня какая-то. Легкие пушки, но не знаю, их надо качать, я так понимаю. И вообще, если тут развилка, то тема будет, конечно, костер там разжечь еще. Ну, чтобы на дракона хотя бы с 10 фляжками бежать. Да, блядь. Кто такая шустрая? Дракон просто сшибает половину, даже если ты в шмотках. Может, кольцо какое одеть? Супер-пупер какой-нибудь. Магии. Но только я не знаю, магия или... Магия или у нас дракон стреляет. Это физический урон. Дракон не бьет физическим уроном. Попробуем так. У него молнии вообще. Огня, кровотечение, яды, проклятие. Крит атаки. Я же отдавал кольцо Арториас. Ну ладно. Как хотите. Снова ящера коту. Да, можно по-быстрому вот так спускаться. Тут брам-брам-брам. Короче, падаешь по этим уступам. И ты внизу. Один раз я смог защититься, а второй нет. Где это падла-то? Стамину сшибает, но... Подожди, а может он туда пришел, типа? Почему-то он не садится, чтобы я ему напинал по жопе.
Что не так? Может, в этом поселке надо что-то сделать? А может, стрельнуть по нему надо? Я не знаю. Где он? Он не садится. А еще раз попробую. Ну, не знаю. Я на него не попадаю просто. Хуй знает, как это работает, почему-то мне его на бой не вызвать. Что-то надо делать. Хер знает, может быть, надо действительно сначала по городу пробежаться. Типа, ну, есть последовательность, в какой убивать всех боссов. А может, как с Присциллой такая же херня, типа надо сначала его там чем-нибудь долбануть определенным, а потом он только садится, ты его лупишь. Такое тоже может быть. Ладно, не хочет урон впитывать, не надо, мы ему потом по жопе надаем. Обязательно. Пошли по городу походим. Кстати, бабца это исчезла. Печаль. Печаль, хуй. Не думаю, что это уж очень большой город. Что пишут? Удачи. Спасибо. Это не прочитать. Кто-то по-мудацки оставил сообщение. Чуваки этих каких-то покемонов напоминают, тоже с большими руками там один бегал. Это можно херню взять. Угу. 4. Ну, как говорится, подходи по одному. Ну, хоть отлетают быстро. А можно пройти? Нет. Ну, это единственная, значит, кнопка. Подожди. Не единственная кнопка. Да, мне похер, что вы тут делаете. Там новый моб. Понятно.
Ничего страшного. Стоит такой стесняшкой. Душа воин. Большой осколок титанита. Давай кнопочку мы это активируем. На тот случай, если надо будет сюда подниматься. С этих чертей, я смотрю, прям титанит фармится, да? Угу, кто бы сомневался, она не работает. Ее надо типа внизу сначала активировать. Потом все будет. А спускаться мне вот так вот по прямой, туда вниз. Да, это большая локация. Причем вытянутая она вон до туда аж. Слушай, и тут можно пройти. Процентов 80 своего времени ты просто несешься хер знает куда. Угу. Если тут перекатиться, короче. Или так. Ну ладно, давай попробуем залезть. Хоть куда-нибудь. Да будет свет. Ну хорошо, пусть будет, но я до туда не допрыгну. Наверное. Хохочет. Да, не угадала ты. Вот тут спуск вниз, но давай сначала тут посмотрим. Скорее всего, я так немного путь сократил. Раздутая голова. У меня шлем какой-то выпал. Так, я отсюда пришел? Да. Короче, опять два пути. Блин, пизда. Кто знает, короче, пошли куда-нибудь. Опа. Две даже. Лупишь одну, вторая дамажит. До свидания. А че у нас тут все сундуки скрыты? Не сбежать перешли. Хоть не мимик, и то спасибо. Что это такое? Сфера тьмы. Это магия. Магия какая-то. Посох халачили. Оружие. Берегись, лжец. Угу. Бежал, чтобы, короче, ткнулся куда-то в тупик. Так. Надо еще выше, да? Блядь, тут какой-то проход. Круто. И до таки надо, короче, было города строить, явно. Вот он все в постройках в этих лабиринтных. Прям все ушатал. Так, если я отсюда упаду. Блин.
Ну-ка, давай вот так вот мы поднимемся и вернемся чуть-чуть назад. Хотя это тоже падал. Здесь мне явно не пролететь. Единственное, может быть, только тут. Нет, не вариант. А тут я упал. Понятно. Ну, какой-то должен быть выход отсюда. Ну, один, мать его, единственный. Да, попробуем отсюда грохнуться. Тут хотя бы невысоко. О, здрасте. А я тебя видел. Знак прости. Я тут был. Ну да, там тупик. Бля, что, прыгать, что ли? Ну там даже нету места для разгона, ничего. Хер знает, мы пошли сюда куда-нибудь. Единственный выход, я, короче, вижу то, что там какая-то крыша была, и можно с нее как-то, да не, вроде, допрыгнуть. Вот, до вот этой. Подожди, тут какой-то ход. Вот здесь он может запрыгнуть? Да. Даже поднимается. Вот тут какой-то тоже проход. Но. Блять, давай так. Но если моб дохлый, то я, значит, уже здесь был. Я так понимаю, что я ближе к началу локации этой бегу. Да. Примерно отсюда, да, вот так вот я спускался. Давай просто попробуем так пройти. Мимик. Да, это мимик. Я нахер уже ни одному сундуку не доверяю. Они так орут жутковато. Хреновина эти с глазами. Нормальные мобы. Ничего страшного. Мочить их нету. Короче, пошли по прямой. Чуть-чуть не вовремя. Подозрительно один моб на такое большое помещение.
Я вообще костер еще. Он где-то должен быть. Ну и типа все, короче, да, я до самого низа добрался. Ебать, тут их. Так, стреляющая курва там, наверху. Внизу обычные мобы. Ну почти. Ну почти. Давай, похилимся, заберем вот это дело. Душа героя. Вся хурма. Вдруг пригодится. Надо будет что-то срочно купить. Туманки мы. Хрен знает, что это такое. Надо как-то наверх, да, подняться. Никак. Обычно до каждого моба можно достать. Наверное, таким образом. Нет. Какая-то срезка будет. Угу. Да-да-да. В самом начале, которая. Я понял. Надеюсь, мне 3 фляги хватит хотя бы до босса добраться. Но не зря сходил. Резочки это дело хорошее. Хорошо, что я не поторопился. Блядь. Человечность дали. В принципе, если получится вторую сфармить, то можно спокойно вернуться и зажечь костер. Так. Восстанавливаем стамину, хилимся. Потом только на них. А то они так по чуть-чуть, но можно и отъехать. В новую локацию попадаешь, всегда человечность поднимает. Ну, фармится у тебя. По идее, где-то здесь будет босс. Очень похоже на арену с босса. Я не знаю, это он есть? Нет, не он. Это не босс. Это какой-то странный моб. Блять, а? Ты какая падла. Хорош. Ага, пляжек-то нету. Ну тут либо к самому началу надо возвращаться, либо все-таки терпеть, вдруг будет костер. А, я туда пришел. Ну вот так вот с любым мобом потанцуешь, херак, и ты уже в другом направлении бежишь просто.
Давай-ка мы вот так вот будем бежать. Берегись, враг. Подъебка. Молодцы какие. И костер. Значит, локация, во-первых, продолжается. А во-вторых, где-то будет босс. Костер зажжен. Давай-ка мы обращаем пустошение. Бахнем одну человечность и выжигаем. Я думаю, если не здесь босс будет, то он очень будет скоро. Десятка фляг вообще не повредит. Не зря терпел, короче говоря. Только не говорите, что мы опять по темноте будем носиться. Да. Опять не видно ни хрена. Типа мне в самый-самый низ, вот туда. Да, ущелье бездны. Эй, иди сюда. Иди сюда. Замочил? Да. Ага. Ну тут, слушай, тут не так темно, кстати. Как могло бы это быть. С великанами было больше темноты. Я, короче, сейчас бегу к Манусу. Я помню этих. Вот эти штучки. Души, не знаю, что это такое. Ау. И тихо, мать. Они дамажат. Я понял. Так, быстрее, куда? Куда забраться? О, вот эти штуки тоже можно бить. Да, все, снимай цель. Ага. Я бегу направление к боссу. Ну тогда насчет дракона определимся в следующей серии. На следующем стриме. Так. Угу. Мне просто надо спуститься вниз. Что пишут? Класс впереди. Ну, давай посмотрим, что за клад. Ха. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, ну и мобы, конечно, тут. Жесткие штуки. Все это, весь клад. Сок белого титанита. Мы так слетим. Да вали ты нахрен отсюда. Давай, бегом. Всё. Идем к боссу. По-моему, там Манус. Это он хватал меня своей рученной рукой и затягивал. Большая какая скотина.
Так, давай-ка мы полечимся, вот я что думаю. Я, кажется, не успел, да? Он постоянно прессингует. Я просто себя не вижу. Бам. Бам. Хер поймешь его атаки. Ладно, по стандарту. По стандарту надо зайти ему за жопу. И нахуярить. Кстати, у меня одна фляга осталась. Ну, половинку-то я ему сшиб. Надо сокращать дистанцию. Подох. Много фляжек у меня ушло, чтобы и до него добраться, и отмудохать его. Ладно, поперли. Короче, не хер изучать. Подожди. Ну, получше чуть пробрался. Ай. Так и отъехать недалеко. Недолго. Так, раз. Два. Никто не бежит. Так, 8 фляг. Я не знаю. Давай попробуем. Даже вот так я попробую. Нет. Нужен щит. Тороплюсь, ему урон улетит. Черт, это табакетки прыгает вокруг тебя. Да-да-да. Я он полетел мудохать сразу же. Воу-воу-воу-воу-воу. Быстрее вставай. Так, раз. Два. Все.
Стамина бы на него побольше не помешала. Блять, он мудацкий. И все, да? Неплохо. Надо учить, короче, его атаки, потому что он часто лупит постоянно. Он постоянно типа в прессинге, короче. Чё по кольцам у нас? Угу. Я думаю, что у него все-таки преимущественно физический урон больше. Блять, достал все равно. Че я туда поворачиваю? Давай, 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 давай. Не добежал. Хотелось бы просто побольше немножко сохранить фляжек на этого Мануса. По идее, эту падлу стреляющую тоже как-то можно выманить. Но тогда другие прилетают к тебе. Ага, чуть лучше. Не попало. О, не попало. Теперь попало. Надо как-то до него добираться, я думаю, блин, за 2 фляги. Точнее, за 1. Ну окей, давай. Проживаешь действие одно, он доделывает второе, которое уже в принципе тебе сейчас не актуально, скажем так. Сука. Ну все, он пошел беситься, короче. Экстамина не казенная. Все, атаки закончились. Все трясется, я ничего не вижу. Надо с другой стороны к нему зайти. Два удара. Раз.
Второй. Пошел нахуй, Манус. Отец бездны. Все, до свидания. Душа Мануса взята. Человечная. 10 штук, ни хрена себе. Получилось. Там костер, телка какая-то выпала с него. Мои души где-то были, нет? А, я там просрался. Давай посмотрим, что за баба. А? Содержательная у нас беседа выходит. Ты дура, что ли? Че ноешь-то? Походу она не разговорчива. Пошла в очко, короче. Все. Берегись нападения. Получилось. Дивный капкан. Да, короче, все. У меня, по идее, костер. И типа перемещения. Святилище Аллачеля. Да, мне туда. Надо смотреть, как у нас дракон будет работать. Осталось, короче, получается, что, дракон? Давай-ка мы тут присядем на бутылку. Остался что у нас? Дракон, короче. И 3 босса в аду. И типа игра про... 4. 4-й самый последний Гвин. Когда мы ему души сдадим. Вот у меня 3 есть. Душа Нита, душа 4 королей, душа Сита. Вот 4-ю душу мы получаем в аду. И потом идем на алтарь, выкладываем, короче. И уже мочим Гвина. Ну, до него добраться еще надо. Пока интересно все-таки час дракона. Почему он не работает, почему я не могу его отмудохать. Может быть, после Мануса он заработает, я не знаю. Давай проверим. Короче, Манус, ну, босс не очень неудобный в плане том, что он постоянно тебя прессует. Да и Аториас, в принципе, тоже прессовал вечно. Но не так часто. Манус бьет, по-моему, раз 5, что ли, или 6 подряд. Это типа надо пережить. Ну а так, тупо береги стамину, короче, да, отмахивайся от нее. Вот, и дела. Вот и весь Манус. Кстати, давай-ка мы с ним потрещим. О, во имя Юнипера. Шагай веселее. Неужели рыцарь Аториас погиб от твоего клинка? Это так коварно. Что, даже великолепно. Ага. Веришь или нет, жители Аллачеля сами призвали бездну. Они доверились этому зубастому змею, разворотили могилу первого человека. Тем и навлекли на себя его гнев. И о чем только они думали. Но это все давно в прошлом. Только спроси себя, так ли это важно. Эх. Так что даст тебе этот гигантский гриб? Ну то, чтобы мне интересно, это вообще не мое дело. Угу. Надо к грибу подойти. Что? Обо мне ничего сказать, правда? А что ты знаешь обо мне? Что я знаю я? Хе-хе? Понятно. Ну, у него тут ничего прям такого крутого не продается. А, по-моему, я у него незаметность взял. Вот это вот. Вот это вот как бы нужная штука.
Ладно, сейчас будем смотреть, как дракона посадить, чтобы дать ему по роже. Стой, я не туда бегу. +1 эстас. Кто-то у меня тут зареспаунился. Да, бля. Да. Не поймайте эту псину сраную. Стамину на нее взвел. Когда у нас спидранеры спускаются. Вот так вот. Ну слушай, совсем безболезненно. Правда, эфирка просралась. Долго ходил. Че он не садится? Вот что ему надо? Загадка прям. Черного квадрата. Как посадить эту падлу? Может, что написано тут? Если бы только соколиный глаз был здесь. Короче, два варианта. Либо стрелять по нему надо. Ну вот я попал один раз. И отъехал нахуй. Может быть, ну я думал, то, что соколиный глаз это отсылка типа на шоу Хоукая, там туда-сюда. Я не знаю. Я ждала тебя. Принцесса Заря спасена, и мы избавлены от первого человека, и все благодаря тебе, даже бездна сдержана. Я восхищена твоими подвигами. Позволь мне выразить свою благодарность. Мы благодарим тебя, Гриб Элизабет. Что за Гриб Элизабет? Я запомню тебя, но никому не расскажу. Так будет лучше, поскольку ты из далекого прошлого. Никто не будет славить тебя, но твое величие будет жить. Целью моей жизни станет сохранить память о твоем подвиге. Ага, не твои ли это глаза сверкают? Не скрывай свое удивление, я в конце концов лишь гриб. Понятно, по второму кругу. Да, светит, ну понятно. Чё-то, короче, какой-то этот мне гриб какую-то хрень дал. Для чего это жду шаманус?
ни одну душу еще, кстати, босса не использовал. Временно восстанавливает много здоровья. Ну понятно, это падла, короче, мне хилов дала, да и все. Чего же надо тогда, чтобы дракона посадить? Давай попробуем незаметно их бахнуть. Вдруг получится. А мне незаметности не хватает, потому что у меня не прокачан то ли интеллект, то ли еще что-то. Блять. Плохо. Это надо качать, походу. Для этого. Но не должно же быть такого, что ты не можешь с боссом побиться, потому что тебе что-то не прокачать. Бля, я не знаю. Короче, еще разок попробуем. Нет, будем закругляться на сегодня. Надо почитать, как этого дракона посадить. Пишут то, что нужно соколиный глаз. Что бы это значит? Максимум из каких предметов у меня, по-моему, только бинокль. Ну, причем тут бинокль и дракон, я не знаю. Давай еще раз с этим потрещим. Oh, for Juniper's О, во имя sake. шагай веселее. Понятно. I've little to talk about, Нет, really. у него, короче, зацикленные фразы. Тут понял. Да, вот тут спускаться. Хер знает, больше, по-моему, ходов нет. Там в бездне, там где я ману совалил, но не должно же быть то, что прям проход к дракону. Я помню, что его как-то на пятаке, на вот таком зеленом пятаке его валят. Босса этого. Собак лупить удобнее, когда они только бегут к тебе.
Прочитать сообщение, давай. Может быть что-то новое. Уязвимость великан. Отчаяние. Не сбежать отчаяния. Как бы написали, как его на жопу-то приземлить. Это я удачно приземлился. А то нас убегал от меня. Давай попробуем прочитать, может быть, что-то где-то еще написано. Невидимо глазу дракон летает в небе высоко. Короче, надо невидимость, я так понимаю. Дракон тебя видит и мочит. Думаю, так. Ну-ка, если тут спрятаться. Дракон меня вообще не увидит, короче, и подлетит. А я такой, хрясь ему по хребтине. Да. Даже тут он меня видит. Ну, давай просто пробежимся, может где спрятаться можно. Вдруг он, допустим, не видит тебя вот там где-нибудь за водопадом. Да, ну, я тут не спрячусь. Так, а тут он меня точно коцал, я помню. Может, какой где закуток есть, типа заныкаться. Здесь он не летает. Ну, блядь. Походу, действительно надо, короче говоря, не этот заклинание невидимости использовать, чтобы к нему подобраться. А вот он только его лупит. Да. Ладно, короче, поперли к костру. Надо думать, каким образом к нему подойти. Блять. Душу я потом, короче, заберу. Ладно, ребят, тогда будем что, заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи.